Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. Ну что, я сегодня хочу поиграть на шаманах. Поэтому я уже подготовился заранее, выставил в расширенном пуле себе одного шамана, второго шамана. А еще хочу сказать, то что этот видос, который я сейчас снимаю, выйдет в день, когда начнется полуфинал чемпионата по авточес. Поэтому, ребят, я буду запускать по нему стрим, и чтобы его не пропустить, подпишитесь на мой телеграм, он в комментариях будет закреплен. Там будет написано, когда я буду стримить полуфинал. Ну и все остальное. Поэтому, ребят, ссылочка будет закреплена в комментариях. Подписывайтесь, не стесняйтесь. Плюс у нас там есть чат комьюнити. Вот, план на игру я как бы поставил, да. Но давайте не будем упускать тот фактор, что я буду следить за тем, что мне будет приходить. И я буду от этого отталкиваться. То есть, если мне будет приходить все хорошо, все прекрасно, замечательно, то, естественно, я буду играть именно от того, что будет приходить. Но, если мне будет приходить что-то такое, ну, не очень, то, естественно, я буду... Ну, точнее, если я заходил вот шаманов, да, и оно мне не будет приходить. Я это скипну и буду играть на том, что будет реально приходить. Вот и все. Как бы. Я вижу, со старта мне приходят звери. В этом патче, который вышел вчера, апнули охотников. Переделали, я бы даже так сказал. Я думаю, что это все-таки ап, а не нерв. Ну, в принципе, и как бы все. Тут нечего даже добавить по ним. Апнули, ну, как бы и все. Вот реально и все. Вот даже добавить нечего, потому что я на них даже не играл. Вот честное слово. Не знаю, мне как-то охотники, они слабые. Только если как-то в них перестроиться, играть через ведьмаков. Не знаю. 9 охотников для меня слабые. Ну, вот реально не слабые. Кто играл, тот понимает, о чем я говорю. Как-то, ну, недостаточно в них мощи, чтобы их прям рейтить. Много сборок, которые просто переедут. Даже намного проще есть сборки, которым не нужен там огромный пик мощи, чтобы переехать вот именно охотников. Так, если что, я сейчас купил одного гоблина. Так, это скипу, это мне не надо. Так, это понятно. Скипнуть не могу, понял. Вот, я сейчас, если что, поставил другого гоблина, то есть которого я только-только купил. И буду... Точнее, да что ж такое? Я дико извиняюсь, что-то у меня голос как-то хрипит постоянно. Ну, ладно, то такое. Вот, я поставил другого гоблина, которого купил только что из пула, для того, чтобы получить еще одну монетку. Ну, конечно же, если мне повезет, потому что я знаю свою удачу, как она может мне повезти, поэтому не загадывай наперед. О, ну вот, реализовал одну монетку. Давай так, чтобы я сейчас не разочаровался, и я еще одну монетку получу, только уже с двухзвездочного гоблина. Давай. Эх ты, ну ты мог, но не стал, да? Кстати, по поводу охотников. У меня, кстати, вот они есть. Я сейчас их поставлю, как бы, да. Ну, я не буду их скипать и все такое. Все-таки они довольно-таки сильные, и особенно со старта, когда приходят, поэтому я их возьму. На самом деле я бы взял еще уровень и поставил немножко орков, чтобы у них было чуть больше хп, чем у них есть сейчас. Ну, как-то так. Ну, посмотрим, насколько это все-таки будет эффективно или неэффективно. Вот как бы сейчас в этом мы убедимся. Ведьмаки собираются, ого. А на самом деле играть сейчас на шаманах, ну, немножечко, если честно, как-то тильтово. Потому что, ну, извините меня, что шаманов, что магов сейчас законтрить просто как два пальца об асфальт. Вот реально как два пальца об асфальт. Куча есть предметов, которые контрят магов. Куча есть предметов, которые против контроля шаманов вот это вот со старта будут. Ну, куча всего такого, который вот просто берет и контрит. Но хочется попробовать. Поэтому давайте попробуем все-таки. У меня магов пока не приходит. Я надеюсь, что мне, там, не знаю, рандом подкрутит чуть-чуть. И все-таки я смогу себе сделать ранних шаманов. Причем хороших. Жалко, конечно, панда не пришла. Если бы панда пришла, было бы вообще замечательно. Ну ладно, мы как бы об этом уже поговорили, разобщались, и добавить больше здесь нечего. Я бы еще хотел в инкам выйти, но если я сейчас выйду в инкам, у меня будет намного слабее стол, и лучше я буду проигрывать чуть сильнее столом, нежели, как бы... Короче, просто буду лучше я немножко проигрывать сильнее столом, нежели у меня будет овер слабый стол, зато у меня куча денег будет. Как-то так. Все-таки я люблю и поинкамить, но не всегда. Зачастую, когда ты играешь через инкам, ну, я понял, походу это будут все-таки
То, что я и не хотел собирать в этом патче. Походу это реально будет так. Фу-фу-фу, конечно. Но давайте посмотрим. Я сейчас вот так возьму и вот так возьму. Выставлю их, а там посмотрим. Но на самом деле тут маги-драконы есть, поэтому, ну, как-то играть через против магов-драконов, когда есть там Зевс ну, короче, это будет очень тяжело. Вот прям очень тяжело. Поэтому как-то не особо хочется так делать. Но никто не отменял старт, так сказать. О, пак пришел человеку, и этот пак меня просто берет сейчас, ну, напрягает по полной программе. Пак вообще такой идеальный вот саппорт. Он режет кучу урона. Он еще стан дает, когда заканчивается этот урон. Боже, это просто прекрасный персонаж, вот серьезно. Там еще челик сейчас себе сделал предмет второго тира, разобрав все. Вот, кстати, Лина пришла. И тролль пришел в двоечку. Можно нам будет, в принципе, знаете, как сделать? Маги драконы плюс... Маги-драконы плюс шаманы. В принципе, можно и так будет сделать. Но мне кажется, так будет намного слабее. Кстати, я снайпера поменяю и поставлю лучше вот это вот коняшку. Не знаю, как это, визаж называется из доты. Ну, короче, лучше вот этого поставлю человечка, потому что он как танк хорош. Он, в принципе, урона дает неплохо, вот когда перевоплотится. Ну, он как танк вообще в целом хорош. Поэтому я его оставлю, почему нет, как говорится. А вообще, может быть, и реально на охотниках сыграю, если они прям сейчас очень хорошо приходить будут. Я как бы поставил их, но то посмотрим. Загадывать не хочу. Сколько раз я уже это посмотрим, сказал? Раз 10? Привет. Ну, привет. Привет, слоник. Привет. Я так думаю, это подписчик, поэтому я ему сейчас отвечу, конечно. Почему нет? Давайте. Привет, я на запись. Вот. Так вот, почему я еще не хочу играть на охотников против магов-драконов? Извините, магов-драконов я как бы смогу законтрить. Да, но там есть еще такая проблема, как Зевс. Если я соберу шаманов против Зевса, против ДК, это будет, ну, такое. Уверен, что меня просто испепелят. Вот у меня есть такое, знаете, впечатление, что меня в действительности испепелят. Ну ладно. Сейчас какой-то небольшой винстрик у меня-то есть. Не, ну в принципе, если мне реально сейчас 6 охотников придут со старта, то почему бы и нет? Я бы мог их собрать, но 100% я бы себе делал магический деф какой-нибудь. 100%. Вот как бы гадалки не ходи, но я 100% бы его делал. Там у человека 30 монет. 30 монет. Обалдеть. Шамана пока уберу, поставлю вот этого персонажа. На самом деле он мне очень нравится. Этот гоблин плюс 3 монетки может сейчас мне привести. Это будет очень хорошо. Мне не нравится маг-дракон. Я вот опасаюсь его, ну вот максимально. Максимально опасаюсь мага-дракона. Проблематично будет. Но знаете, что мне повлияет на мой выбор 100%? Может выйти в 20 монет. Быстрые 50 монет, поднимать уровень, выставлять свою сборку охотников и играть через охотников. Просто если играть через охотников, мне по-любому нужны будут ведьмаки. Ведьмаки просто дадут мне очень много урона. Но против меня будет маг. Маг-дракон. Лина в двойку сейчас может прийти. Не знаю. В принципе, не, ну есть темпларка. Не, ну темпларка это, конечно. Дайте 3 монетки. Ладно. Выйду в 20 монет так, Лину продал, все равно уже. Звери есть, кстати. И вот этот парень. Вот этого парня я возьму. Очень хороший парень. Опа! Опа! Ладно, я понял. Я все понял, ребята. Тут как бы гадалки не ходи, но сама игра подталкивает на то, что мне пора собирать охотников. Сама игра подталкивает, вот серьезно. Я, в принципе, мог бы выставить 6 охотников, да? Да, но для этого мне нужен уровень. Но у меня гоблин еще... У меня еще гоблин просто ничего не сделал. Тут воин собирается. Против воина мне по-любому нужны будут ведьмаки. Тут еще и гритеры есть. Вот гритер еще одна огромная проблема. Гномья брошка, это, конечно, очень много решает, на самом-то деле, в выборе моих персонажей. О, плюс 3 монетки. Сюда.
Можно, в принципе, было бы перестроиться еще, знаете, с охотников на... На кого? Я даже не знаю, на кого. Если что, на алхимика можно будет попробовать перестроиться. Почему нет? Гритер еще собирается, как бы у меня. Точнее, пришел. Тут есть у чувака гритер. Вот для меня проблема это вот чувак на гритере. Ну, как бы 6 охотников сейчас поставил. Окей. Окей. 6 охотников пусть будет. Вот реально. Но как мы дальше будем делать? Вот это вот уже второй вопрос. Как мы будем поступать дальше, я не совсем еще понимаю. Есть гоблин. Ну, я из него выжил максимум, поэтому я его уже буду скипать. Так, кабанчика засумонили, мы молодцы. Орка пока продавать не буду. В принципе, почему... Ну да, я орка пока продавать не буду. Орк очень хорош. Он как бы мне, если сейчас поставлю еще вдобавок их, то у меня будет плюс 150 хп. Для охотников, извините меня, это прям, ну, второе дыхание. У меня сейчас на самом деле по экономике все шикарно. Вот все шикарно. Единственное, это вот эта проблема вот этой занозе по имени Гритер. У него лина огромная. А еще минус охотников в том, что... Кстати, подожди, а что я туплю-то? Стой, танчи здесь, вот так. А пусть лучше Мирана прыгает и накидывает свой станчик. Правильно? Правильно. Вот так вот как-то сделаю сейчас расстановку. Так вот, в чем же проблема охотников? Охотники бьют самую лоу-хпшную цель в первую очередь. То есть они не бьют керри, либо что-то еще, не убивают самых слабых, а потом начинают самых сильных бить. Вот и все. И это их минус огромный на самом-то деле. Если кто думает, что это не минус, нет, ребят, это еще какой минус? Я бы сказал бы огромный минус. Так, ну я в принципе не могу ставить нежить. Хотя, знаете, можно было бы и на нежити катнуть вообще, вот прям с кайфом. Кира. А что Кира? А, алхимик выпал. Ну, кстати, алхимика, наверное, я не заберу, если... Один воин, второй воин собирается. Я понял, ребята, ща. Ща мы с вами, ну, порешаем все. Сейчас мы все с вами порешаем. Звери я скипаю. По поводу ВРки... ВРки зверя нужен. Не, ну мне зверь не нужен ни в какую. Он мне просто не понадобится. Я его скипаю. Все, он мне не нужен. ВРка нужен. И все, в принципе. В идеале, чтобы пришла ко мне медуза. Вот в идеале. Вот сейчас ко мне, кстати, пришел Гритер. Сейчас и посмотрим, насколько это все будет печально для меня. Смотрел тебя, чтобы понять игру. Блин, ну это, знаете, как приятно. Приятно, когда с подписчиком попадаешься. Вот очень приятно. Вот, ребят, я не знаю, как эти эмоции передать, но очень приятно попасться со своим подписчиком. Очень. Но жалко, что когда я снимаю, я не могу его нормально ответить. Ну что ж, смотрите, ребят, есть еще один момент. Я сейчас как бы, ну, выиграю, да, видите, более-менее. Более-менее у меня что-то сейчас да получается против них. Но есть еще и несколько но. Первое но звучит так. Соберется маг-дракон, он порвет мне опу. Причем очень сильно. Прям так, ну, добротно, я бы сказал бы. Что в таком случае мне делать? Морских нужно обязательно было бы ставить. Но, так как собирается здесь еще два воина, я очень надеюсь, что мне просто выпадет сейчас пару хороших предметов против магии, и я не буду собираться против магии очень люто. Прям очень. Но, есть еще второй момент. Звучит он так. Я сейчас буду собирать ведьмаков же к своим охотникам. Соответственно, у меня будет медуза, и плюс у меня будут еще волшебники. И в принципе, все не так уж и плохо будет. У меня будет хотя бы два морских сверху. Это мы еще, конечно, посмотрим. Есть благодать России. Не знаю, брать или не брать. Ну, от магии я сейчас как бы поставлю чуть-чуть. Ну у меня ж нечего ставить от магии, точно. Точно. Я и забыл, что у меня от магии нечего сейчас поставить будет. Нужно мне благодать России или не нужно? Это, в принципе, отхил. Но есть же предметы намного лучше, которые... На самом деле, этот предмет мне вообще не нужен.
Я себе часто сопротивление к магии поднял, но зачем мне этот предмет, ну, если честно, он мне не нужен. Баф богов, зачем он мне нужен? Вот серьезно, зачем? Незачем. Ладно, главная проблема решить это мага. Вот серьезно. Решу проблему с магом, все, вопросов никаких. Тут главное решить реально проблему с магом. Как только я с ним решаю проблемы, все. Игра наладится как, ну, два пальца об асфальт. Я уже 8 уровень, в принципе, на 16 раунде. Для меня это неплохо. Я бы сейчас мог поставить просто богов. Хотя, а почему бы и нет? Я поставлю сейчас богов по той лишь причине, что у меня хотя бы будет минимальная КД между скиллами моих персонажей. Вот этих. Ну, в принципе, те, которые кастуют. Или нежить могу поставить. Я не знаю, кого поставить. Морских точно здесь понадобится. Тут есть как бы один маг. Есть воин один, есть воин второй. Но пока они слабоваты, но я уверен, что они сейчас подрастут, и там будут не слабоватые воины. И я об них просто убьюсь. Есть цветки еще, кстати, против меня. То есть я думаю, что здесь парень будет на цветах меня нормально так выносить, если ко мне медуза ранее не придет. И, кстати, вот в чем загвоздка. Есть... У меня сейчас 8 уровень на... Я даже не помню, на каком раунде я взял 8 уровень. Кто помнит, напишите в комментариях. И тем не менее, где моя медуза? Шанс-то 15%, а медузы-то нет. На самом деле, я бы еще хотел стол улучшить. Но я лучше буду проигрывать некоторые раунды, но буду поднимать себе уровень. Потому что чем быстрее я возьму 10, тем быстрее я смогу выставить свою сборку. Выставляя свою сборку, я потом смогу ее подкорректировать. Поэтому я здесь беру приоритет на то, что мне нужно взять уровень. Поэтому давайте брать уровень. Потеем и берем. Вот, кстати, топчик пришел сейчас, у которого винстрик. Я его забрал. Отлично. Вот, кстати, и посмотрим, насколько сильные охотники стали. Да я в них не особо верю. Это просто мне повезло, что они идут. Но знаете, даже не то, что везение еще очень сильно влияет, а то, что я вовремя заметил, что мне идут охотники. Если бы они мне не шли, то было бы печально. Кстати, я могу сейчас выставить таким вот образом и получить еще баф 4 орков. Да, я сделал лучше так. Баф 4 орка мне больше нравится, нежели что-либо другое. Потому что, во-первых, я бафну своих керри персонажей. У меня будет... О, кстати. Совершенно забыл. Палочка сюда. Я никогда не кирил Траксу. Но Медуза мне больше нравится. Я думаю, стоит все-таки и дальше керить Медузу. В любом случае. Потому что она очень быстро может стол выносить. Плюс она еще и свой контроль накидывает. 2 мага есть против меня, я еще 9 взял. У меня 18 раунд и 9 уровень. Обалдеть. Что-что, но это неожиданно. На 6 уровне воинов. Как бы. Он хочет через волшебников, наверное, играть или что? Я не понимаю немножко. Так, какой у тебя ник? Иероглифы. Понял. Понял. Ни слова больше. Ни слова больше. Обалдеть, Хускар пришел. Честно, я удивлен. Я очень удивлен, что мне пришло именно так, а не как-то по-другому. Обычно происходит все совершенно иначе. Хускара я беру просто защититься от магии. Там посмотрим, как оно будет приходить, и от этого будем отталкиваться уже. Может там сейчас реально такой маг выкатится, а я тут и не собирал против магии ничего. Как минимум, в любом случае, у меня будет хотя бы один антимаг, ну, против магии. Ну, просто охотники, они слабые, а 4 орка дают 400 хп. Почему нет? Сильно считаю. Плюс еще и жрец есть. Ну, кстати, только что Лина лагуну закинула, и по итогу ничего не произошло. Вау. А что это за пиршество такое? Почему мне так хорошо приходит? Фу-фу-фу, конечно. На самом деле, это слабоватые персонажи. Тут лучше, знаете, Акс какой-то, который будет накидывать армор. В принципе, Сайленс против магии тоже хорош будет. Гриттер. Но у Гриттера все плохо, поэтому Гриттера я уже не опасаюсь. Это хорошо. Останется 2 воина и зверь. Их мне стоит опасаться. Их мне стоит очень опасаться. Но, кстати, может быть, попробую синергию Киры сделать в этой катке. Ну, попробую. Не означает, что сделаю. Поэтому будем смотреть сейчас.
16 плюс 28, это сколько? 38. Есть, кстати, обезруш, есть зеркало. Хочу ли я обезруш и зеркало? На самом деле не особо я хочу это все. Оно мне незачем просто. Мне нужно как можно больше урона, а обезруш что такое? Что происходит? Я не понимаю, что происходит. Мне на самом деле это скипать надо, оно мне бессмысленно. Обалдеть, еще и криты упали. Не, ну криты это мощно. Я скипнул те предметы, потому что они реально не нужны, ребят. Вот просто они не нужны. И все. Возьму сейчас еще уровень поставлю. На самом деле Хускара я, наверное, зря ставлю. Да, я, наверное, Хускара уже продам. И все. Получается, смотрите, VR-ка нужна мне. В принципе, можно было бы, чтобы была VR-ка. Можно морских немножко поставить вот таким вот. Не, ну, так лучше нет. 9 охотников я не хочу брать. Оно не нужно. Вот маг-дракон против меня. Я, конечно, скипнул предмет, но видите, как пак меня контрит просто по полной программе. Просто присосался и все, и делай, что хочешь. Просто, знаете, если бы я играл на магах, и мне бы выпали вот эти божественные артефакты, вот просто с первого раза, с первого ролла, я бы от счастья там описался. Но тут, в такой вот игре, мне падает, ну, явно то, что сейчас мне не надо. Это жестко. Под охотников мне падают артефакты богов. Угу. Вкусно, ну, в принципе, ладно. Так, смотрите, этот орк мне не нужен, по-любому. Нужна ли мне VR-ка? Вот давайте подумаем. Вообще, я бы хотел себе VR-ку в билд. Вообще бы я в действительности бы хотел себе VR-ку в билд. Вместо Мирана ее поставлю, поэтому VR-ку я оставляю, а Мирану я буду продавать. Надеюсь, воин быстро... Рик. Все, понял, там есть 9 воинов. Мне нужно как можно быстрее собирать ведьмаков. Хорошо, что я сейчас апнул 10 на 22 уровне. Это очень хороший показатель. Это прям лютый показатель, я бы сказал. Поэтому сейчас мне нужно очень-очень быстро находить ведьмаков. Если я не найду быстро ведьмаков, будет все очень плохо. Меня воины просто испепелят. Кстати, вот эту маску, которая только что была у Джаггера 5-го тира, ее немножко поднерфили. Теперь она только дает с атаки, то есть с руки. Она дефает теперь только урон с руки. Так. Яичко. Ух ты, ё. Боже, что мне приходит? Вы просто посмотрите. Насколько же это сильно. И Зевс, и этот. АМ, ну ты где? Сейчас как назло он будет приходить 1000. Ой, я даже Знаете, я вот настолько сейчас разволновался, что даже забыл предметы выставить. Ну ладно. Рыжий лис. Боже, смотрите, насколько мощная тракса. 7000 урона. Не, ну Медуза будет намного посильнее, если честно. Давай, АМ. АМчик, ты где? Дорогой мой сладкий, ты мне уже нужен. Давай, не стесняйся, приходи. Ты мне очень нужен. АМ, я тебе говорю, приходи. Опять яйцо приходит. Да ты... Ну где АМ? Вот и конечная сейчас будет у меня. А знаете почему? Потому что мне не пришел АМ. А тут 9 воинов. Я просто сейчас об него убьюсь. Боже, вот это вот реальный кринж. Когда ты просто ничего не можешь сделать. Я удивлюсь очень сильно, если я сейчас смогу еще как-то вынести его. Я очень сильно удивлюсь. Ну, тут... То, как я говорил, сейчас Джаггер просто миллион урона мне нанесет. И все. И на этом мы закончим игру. Ну вот, все. Все. Поиграли и хватит. Очень обидно, когда мне просто не пришел АМ. Просто не пришел АМ. Ну ладно. Я тебе еще отомщу, воин.
Ты думаешь, ты меня выиграл? Ты думаешь, ты сейчас что-то сможешь? Вот просто из-за того, что мне не пришел АМ, я не смог выставить свой full билд. И сейчас смотрите, одним роллом, ну как я и говорил, как я и предвидел, мне надо идти в этот, как он там называется? Предвидеть все. Просто идти предвидеть все. Спасибо. Спасибо. Огромнейшее спасибо тебе. Обожаю рандом. Ну ладно. Повозмущались и хватит, как говорится. Берем, восстанавливаем справедливость сейчас. Берем и просто выносим их. Справедливо берем и выносим, и все. Ведьмаков я поставил чисто из-за того, что здесь, во-первых, два воина, и есть еще и маг. Обалдеть. Ну ладно, мага я не ожидал увидеть. 9 магов причем. Так, разрывная винтовка или хрустальный топор. На самом деле два предмета, которые мне не нужны. Ни этот предмет. Что же мне в таком случае вот сделать? Вот, давайте подумаем вместе. Что же мне в таком случае сделать? На самом деле я бы скипнул. Мне не нужен хрустальный топор чисто из-за того, что он понижает броню на 12%, но дает 20% атаки. А здесь дает скорость атаки. Ладно, возьму скорость атаки. Хотя на самом деле лучше бы я взял отхил. Отхил сейчас был бы поярче, как по мне. Но. Я хочу так. Что там по магу? 9 магов. Не, это, кстати, 6 зверей. Ну, кстати, 6 зверей будет тоже бубо. Попа болеть очень сильно будет. На самом деле, вообще такие предметы, ну, так себе. Этот предмет вообще мне не нужен. Но зато теперь я воинов сейчас вынесу. Вот смотрите, просто наказываю воина без смс и регистрации. Чук-чук-чук-чук. Кстати, я не рассказывал про ведьмаков. Смотрите, в чем их сейчас плюс. Вот огромный плюс ведьмаков. За каждого вашего союзного героя вы будете получать 10% чистого урона на добавки. То есть, смотрите, у меня сейчас все герои рассматриваются как демоны. И если я правильно понял описание ведьмаков, вот, два ведьмака рассматривают всех союзных демонов как существо одного типа. А потом всех союзников как демонов. А баф демонов дает следующее. Базовая атака будет считаться чистым уроном. И за каждого демона-союзника увеличить чистый урон на 10%. Вплоть до сотки. То есть, если я правильно понял, если что, поправьте меня в комментариях, то у меня сейчас не 100% чистого урона, а 200% чистого урона. То есть, где-то 600 урона у меня сейчас есть с руки. 600 либо 800 стычек. Если я правильно понял, то напишите в комментариях, что я правильно понял. Но если же я неправильно понял, то, естественно, тоже напишите, что Саня, ты не очень правильно все понял, поэтому давай-ка мы тебе объясним. Вот сейчас я посмотрим, кстати. Сейчас уже должен совершенно скоро прийти ко мне маг этот. Медуза мне нравится чем, что, боже, как она хорошо зачищает весь стол. Просто посмотрите, насколько это сильно. Пару тычек я просто полтолпы снесла. А еще, кстати, мне нужно заменить одного охотника. Одного охотника мне нужно заменить. Потому что у меня баф нежити срабатывает. И на кого же мне поставить, да? Тут либо зверь, либо ВР-ка. Если я ВР-ку поставлю, то, в принципе, ничего. Тракса пусть будет, она сильная. Мне нужно вместо тени этой поставить кого-то еще. Но, в принципе, как танка я бы мог поставить орка. Вот реально мог бы поставить орка. Как танка. Ну, кстати, когда я с магом 1 на 1 останусь, я могу поставить себе билд. Просто морских и вынести. 6 морских. И аривидерч. Сейчас, кстати, может быть больно. Я, кстати, сделаю как-то так расстановку. Там разор тройка. О, я чуть промазал. Да, надо БКБ. БКБ нужен срочно, иначе он меня вынесет. Шар бездны мне не упал, но это нормально. Дефолтная тема, когда шар бездны тебе не падает. Зато падает что-то либо другое. Так, подожди. Вот этот предмет я оставлю. Хотя нет, этот предмет тоже скипну. Броню может оставить? Нет, я духовный талисман оставлю. Вот это вот беру. БКБ мне не приходит, это мы понимаем. Так, башер нужен ли мне? На самом деле я бы взял башер. Так как башером я могу застанить... Да нет, это бред.
Мне надо против магии дефаться, а я башер какой-то хочу взять. Ну, прикол. Скипаю. Талисман Кира, кстати. Если сейчас выпадет еще один талисман Кира, я просто медузой буду хавать толпу народа и уничтожать. Не знаю, как-то так сейчас расстановку сделаю. Может, маг ко мне не... Понял, мне нужен доспех экзорцизма, иначе меня сейчас порвут. Если не будет доспеха экзорцизма, я просто сейчас... А, ну там, кстати, 5-го тираж предмет. Я немножко забыл этот момент. Медузка приходит. Ну, может, медузка 3-го уровня. Хотя, знаете, если я останусь сейчас с магом 1 на 1, а я думаю, я останусь с ним 1 на 1, я против мага сейчас соберу просто морских и все. Толпу морских. И делай, что хочешь против меня. У меня будет 4 морских, и делай, что хочешь. Но мне на самом деле просто одного БКБ, и я просто уничтожать буду мага. Но минус еще в том, что у меня очень много деф шмоток. Очень много. А ну, я достану, кстати, до края стола всех троих. До этих крайних это достаю, а до крайних вот прям тех. Ну и, кстати, БКБ меня защитит от Хикса. Да, в этом патче и в предыдущем патче БКБ защищает от Хикса. Я сам был удивлен, когда узнал об этом. Ой, ну не надо этот предмет. Мне просто очень нужен этот предмет. Давайте пробовать скипнуть. БКБ. Спасибо. Вот теперь я мага могу спокойно выносить. Вообще даже не парясь сейчас. Мне, кстати, наверное, своих союзников придется поставить чуть-чуть назад. Просто чем больше у меня будет выживать моих союзников, тем лучше будет мне. Когда я с магом 1 на 1 останусь, то я просто возьму, поставлю максимально морских и все. Боже, вы просмотрите, как оно зачищает стол. Сильно. А можно Хускара было бы собрать и просто Хускаром вынести ее. Этого мага гарантированно. Ну ладно. Кстати, я ТБ убрал. Кира, кстати, есть. Я пока спешить не буду. Кира, это, конечно, хорошо. Есть 3 яйца, смотрите, я сейчас не буду их юзать. Мало ли мне сейчас медуза придет, либо 2 медузы тогда. Если одна медуза, то, в принципе, я апну так. А если 2, то я, соответственно, по-другому чуть апну. Вот, кстати, сейчас посмотрим, насколько БКБ эффективно против магии. И почему я сейчас держу на максимальную дистанцию, это из-за того, что у меня есть брошка гномов. Брошка гномов добавляет мне больше урона. Чем дальше я стою... Вот, видите, БКБ сняла мне только что хекс. О, видите? Просто взял и мага разорвал. Изи. Ща медузку мы тут поднимем. Если сейчас шарбезный упал, то вообще песня, кстати... Вот это убрать надо. И орка, кстати, поставить, потому что... Помним, да, что у меня баф нежити стоит. Из-за того, что баф нежити стоит, все очень. А вот то, о чем я говорил, медуза в троечку. Медуза в тройку. Просто. Без смс и регистрации. Так, а теперь смотрите, что я сейчас хочу сделать. Я хочу сделать немножечко подальше всех своих ребят. Чтобы они выжили. По максимуму выжили. И у меня было максимально много урона. Вот так сделаю. Вот сейчас посмотрим, насколько это будет эффективно. Если будет все очень плохо, то я просто... О, БКБ сработало, иди сюда. Вау, на иллюзии работает массовая атака. Что? Я об этом не знал, ребят. Я не знал, что массовая атака работает на иллюзии. Обалдеть. Ну, как я и сказал, просто один билд решает все. Точнее, одно БКБ. Один билд. Вот это я молодец, да?
Крылатые фразочки. О, так... Да. Лондруид еще идет, как не в себя. На самом деле надо подстраховочку оставить в виде морского. Хотя я уверен, что это конечное уже. Просто кто такой маг? Я говорил, мага контрить просто как два пальца об асфальт. Вот и все. Смотрим сейчас, какое унижение будет. Унижение и боль. Оп, БКБ сработало. Иди сюда, маг, сразу. Пока. На самом деле, надо было предмет Киры тогда скипать. Я просто думал, что я могу еще поставить Киру и тем самым вынести всех и вся. Короче, билд охотников, если вам идет охотники, вот реально, ребята, если вам идут охотники, собирайте их. Вот реально собирайте. Охотников поменяли, теперь они работают немножко по-другому. Теперь две синергии работают воедино. То есть, если вы в третьего уровня синергии есть 25% и шестого, то вы имеете 60% и 25%. То есть, есть шанс, что сработает доп. Птички по-разному. У третьего же уровня синергии просто сделали 40 магического урона. Честно, это, ну... Зачем? Я не вижу в этом никакого смысла от того, что вы будете отталкивать и как бы 40 урона наносить. Сделали бы они такой микробаш, было бы все шикарно. А так? Короче, как-то так. Не, ну то, что мне Медуза в тройку пришла, это хорошо. То, что я еще говорил с самого начала, ребят. Чувствуйте игру. Если вам идут фигуры эти, собирайте их. И все, шанс то, что вы выиграете, будет больше. Ну, естественно, подготовьте контрпик. То есть, я видели, что я видел морских. Вы видели, что я сделал ведьмаков, если бы я их не сделал. То есть, смотрите, если бы я сделал чуть раньше ведьмаков, меня бы воин не сбил мой винстрик. И я бы дальше чувствовал себя просто обмазанным по максимуму. Но немножечко рандом решил по-другому. Как-то так. Ну, на этом будем заканчивать, ребят. Всем огромное спасибо за ваш просмотр. Не забудьте тыкнуть лайк под этим видосом, оставить комментарий, что думаете по поводу этой катки, а также подписаться на мой телеграм-канал. Ссылочка закреплена в комментариях. И также подпишитесь на мой YouTube канал. Цель 5000 подписчиков. Всем удачи!